правом верхнем углу ссылка на ролик, в котором я обещал рассказать о приготовлении соуса холландез, картошки фри и жареной курицы. Для приготовления соуса холландез понадобится хорошее сливочное масло и несколько яиц. Именно 100 граммов сливочного масла необходимо нарезать на кубики и оставить на тарелке, чтобы оно подогрелось. А вторую половину сливочного масла, еще 100 граммов, необходимо положить в небольшой сотейник и поставить на слабый нагрев, чтобы масло осторожно, очень аккуратно растопилось. Очень важно, чтобы молочный белок, который содержится в натуральных сливках, ни в коем случае не подгорел. От яиц нам понадобятся только желтки. Белки приберегите для других кулинарных надобностей. Конечно, это можно было бы сделать и заранее, но я знаю, что масло будет греться несколько минут. За это время можно успеть и желтки из яиц выпустить, и мелко нарезать лук-шалот. Знаете, длинненький такой, симпатичный, сиреневого цвета. Разумеется, можно взять и обычный лук, но если уж готовить по высшему разряду, то лучше именно лук-шалот. Он встречается и в супермаркетах, и на рынках. Обратите внимание, натуральное сливочное масло ни в коем случае нельзя нагревать выше 180 градусов. Но в этом нет необходимости, потому что лук-шалот надо только припустить, довести его до прозрачности. Щепотка соли на яйца, а теперь ложечка винного уксуса, 3 чайные ложечки воды и сок от половины лимона. Я предвижу вопрос: а нельзя ли обойтись без уксуса и без воды, а взять только лимонный сок? В этом случае соус приобретет слишком яркий лимонный вкус. А если мы говорим о высокой кухне, то в готовом блюде, а тем более в соусе, должны быть лишь оттенки вкусов и ароматов. Никаких кричащих ярких нот. Размешиваем яйца с уксусом, водой и лимонным соком до однородности. А теперь еще одно действие, которое наверняка вас удивит. Помните то сливочное масло, что мы оставляли на тарелочке для того, чтобы оно согрелось? Лишь теперь оно отправляется в сотейник. Неужто нельзя было сразу разогреть все масло? Нет. Роль этого масла состоит в том, чтобы теперь как можно скорее остудить масло и лук в сотейнике, чтобы лук прекратил готовиться. Не так давно мы говорили о водяной бане. В данном случае необходимо устроить паровую баню. Дна посудины, в которой перемешиваются яйца, не должна касаться кипящая вода, только пар. От соприкосновения с горячей водой яйца нагреются очень быстро и свернутся. А нам необходимо получить соус. А еще нам больше не нужен лук. Масло процеживаем. Лук свою роль уже сыграл. При помощи лука мы ароматизировали масло. Масло можно было ароматизировать чем угодно, хоть апельсиновыми корками. Но вы понимаете, запах от продукта есть, а самого продукта в соусе нет. В загустевшие на паровой бане яичные желтки осторожно, тонкой струйкой, при постоянном помешивании вливаем теплое масло. Ведь от горячего масла желтки свернутся. Вы понимаете, почему половина масла у нас грелась вместе с луком, а половину мы добавили только в самом конце? Еще и по этой причине. Вот такая она, высокая кухня. Здесь необходимо учитывать все моменты. Чтобы соус не остыл еще до подачи, можно поставить его на кастрюльку с горячей водой. Только кастрюлька больше не должна кипеть. Просто над горячей водой. Мне очень хочется, чтобы хоть кто-то из зрителей попробовал этот соус, приправил его щепоткой белого перца и написал мне о своем успехе, о своем восхищении в комментариях к ролику в Ютубе. Ведь чтобы приготовить этот восхитительный соус, надо крепко усвоить материал, понять весь урок. Больших вам успехов!